Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про часы. Но так как вы на канале Умного дома, то часы будут не совсем простые. Ведь это не просто часы на большом E-Link экране, но одновременно Bluetooth датчик влажности и температуры. Да, это не совсем новинка на компании Xiaomi, но это устройство почему-то прошло мимо меня, поэтому для меня это реально новинка. Если вас тоже заинтересовало, то давайте более детально рассмотрим этот девайс. Поставляется в привычной для продуктов Xiaomi картонной коробке. На передней части изображение устройства, а на задней части подробные характеристики устройства. Из основных выделю рабочую температуру от 0 до 60 градусов по Цельсию, относительно влажность от 0 до 99%, интерфейс подключения к умному дому Bluetooth BLE 4.0, но действительно большие размеры, как для датчика, 110 на 55 на 10 сантиметров. Питание происходит от двух батареек CR2032. По замыслу китайских инженеров коробку открыть можно только один раз, просто потянув за своеобразную ленту в задней части. Но можно вытащить также через боковину. Да, коробка оказалась немного великовата. Размеры часов практически совпадают с принтом на самой коробке. Инструкция на китайском и английских языках. Из полезного в ней так это значение смайлика комфорта, совокупность влажности и температуры. Оптимально будет считаться влажность от 20 до 80% и температура от 19 до 27 градусов. Все остальные совокупности значения заставят смайлик грустить. Разброс, как по мне, достаточно великоват. В 15-градусном помещении со влажностью 90% и без смайлика станет понятно, что зона комфорта не достигнута. Продумали и способы крепления часов. Для этого в комплекте находится магнит, небольшая пластиковая ножка и обычный двухсторонний скотч. Так что без проблем можно разместить часы не только на стене, но также на холодильнике и прикроватной тумбочке. Экран довольно контрастный. Основной акцент сделан прежде всего на часах. И только в нижней строке небольшим шрифтом отображается текущая влажность, температура и смайлик комфорта. Возможно, будет новая версия этих часов со встроенным датчиком загрязнения воздуха, так как есть возможность вывода количества вредных мелкодисперсных частиц PM2.5. Правее расположились индикаторы зарядки батареи, индикатор передачи данных и непонятная какая-то восьмерка. Как мне показалось, экран находится под акриловым покрытием. Задняя часть экрана обычный пластик. На верхней экране есть небольшое отверстие для правильной работы датчиков влажности и температуры. В качестве датчиков температуры и влажности используются цифровые датчики швейцарской компании Sensirion, которые могут быстро и, главное, точно обнаружить даже незначительные изменения в температуре и влажности. Крышка съемная. Для этого поддеваем ее в нижней части и получаем возможность заменить батарейки. Кстати, их тут две. Основная и резервная. Соответствующим обозначается иероглифом с циферкой 1 и 2. К чести Xiaomi батарейки уже идут в комплекте. Купил и сразу пользуюсь. Перед использованием необходимо вытащить транспортировочную чеху. Дисплей, благодаря технологии E-Ink, обновляется только когда происходит изменение времени, температуры или влажности. Благодаря этому батарейки хватит на очень долгий срок работы. Но в дополнение экран имеет хорошую четкость и не имеет практически искажений при работе с-под любого уголка. Так как протокол работы в этих часах у нас Bluetooth, то для подключения нам нужен будет только смартфон. А вот для автоматизации, для получения текущих показаний температуры и влажности уже нужен будет шлюз. В его роли может выступить как шлюз Xiaomi 3 версии, так и другие устройства, некоторые IP-камеры, некоторые модули увлажнителя воздуха и даже светильники. Добавляем новое устройство, и через несколько секунд устройство будет найдено. Задаем комнату. Задаем имя и приглашаем какого-то члена семьи для совместного использования при желании. Перейдя внутрь плагина, мы видим текущие показатели влажности и температуры. Так как это у нас первое включение, то никаких изменений еще нет. Когда они появятся, в нижней части приложения будут отображаться историю изменений за последние 4 часа. А с главного экрана также доступна информация о температуре и влажности. В качестве mesh Bluetooth у меня шлюза это Gateway 3. И вот мы видим все мои Bluetooth девайсы компании Xiaomi. При нажатии на кнопку «Дополнительно» мы провалимся в архив графиков температуры и влажности. Графики отображаются в разрезе суток, недели и полугода. Сценариев работы все, что может быть завязано на температуру или влажность. То есть выше температура, ниже влажность, выше влажность. Например, включение умной розетки с обогревателем
или котлом отопления, или даже увлажнителем. И да, как показывает практика, устройство может работать и при минусовой температуре, передавая показания. Но использовать его вне помещения все же не рекомендую из-за особенностей E-Link экрана. Если сравнивать с другими датчиками, то, как видите, температура почти 1 к 1. А влажность немного отличается, но не критично, процентов на 5. Как по мне, температура все же важнее, но все равно есть небольшая разбежность присутствует. Какой датчик выбрать за эталонный, я даже откровенно и не знаю. Я вначале решил закрепить часы на стене перед кроватью, но как по мне, что-то они не очень смотрятся, так сказать, именно на стене. Хотя углы обзора достаточно неплохие. Благодаря магнитному креплению довольно гармонично смотрятся на холодильнике в кухне. Но я решил их использовать вот в таком варианте на прикроватной тумбочке. Покупки могу рекомендовать. Довольно интересный гаджет для умного дома, который в то же время является очень информативным в плане часов. Если видео вам понравилось, прошу поставить лайк, а чтобы не пропускать новые видео по теме умного не очень дома, ставьте колокольчик. Также не забывайте про телеграм-канал, где вы найдете не только новинки по теме умного дома, но также скидки, купоны и просто общение, ответы на ваши вопросы. Также в описании под видео есть ссылки на социальные сети и проверенных продавцов этого товара. Всем всего хорошего, спасибо за внимание, пока-пока.